Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, и мы будем учиться, как вязать по схеме. Вот я распечатала китайскую схему каймы. Пришлось обвести обозначение, потому что китайские очень плохо распечатываются, по крайней мере у меня. И будем по ней учиться. Обязательно возьмите карандаш. Ну и так начнем. Значит, начало идет с воздушных петель, которые за ряд не считаются. Вот здесь у нас 32 петли, 32 и плюс 2 петли подъема. Итого здесь 34 петли. Вот так отмечается раппорт. 8 петель. То есть нам нужно набрать количество петель, которое делится на 8, и плюс 2 петли подъема. Раппорт – это часть рисунка, которая повторяется несколько раз. Вот я связала образцы. Вот один зеленый и один розовый. Значит, в розовом у меня цветочки все по отдельности, а в зеленом я два вместе связала. Мало ли кому-то не понравится. По отдельности будут мешать. Вот. Загибаться куда-то. А соединенные они вроде как жесткая сцепка у них. Значит, для начала мы набираем 34 петли. В данном случае буду набирать обычным способом, то есть только воздушки. Я первую петлю считаю, уже она у меня входит в счет. Это будет 2, 3, 4, 5, 6. И так вяжем, вывязываем, либо набираем 34 петли. Ну, вот я набрала 34 петли. И далее у нас идет 2 петли соединены столбиком соединительным в третью петлю подъема. Значит, первый ряд обозначается уже начало вязания. Наборный край, то есть воздушные петли, цепочка из воздушных петель, за ряд не считается. Для начала не помешало бы изучить, ну хотя бы прочитать азы вязания крючком, посмотреть основные обозначения петель. В данном случае вот крестик — это соединительный столбик. Цифра 5 обозначает, сколько воздушных петель в арке. Итак, значит, набрала 34 петли и в третью петлю цепочки вяжем соединительный столбик. 1, 2, 3. В третью петлю вводим крючок, вытаскиваем петлю и эти 2 петли провязываем вместе. Это и есть соединительный столбик. Еще раз показываю.
третью петлю. Почему в третью? Потому что соединительный столбик соответствует двум петлям подъема. Значит, в третью петлю вводим крючок от начала цепочки, вытаскиваем нитку, новую петлю образовавшуюся, и 2 петли провязываем вместе. Далее у нас по схеме идут 5 воздушных петель. Вот пятерка обозначается. И эта арка из 5 воздушных петель соединяется с наборным краем в 4-ю петлю цепочки от предыдущего соединения. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. И от этого соединения отсчитываем 4-ю петлю. 1, 2, 3, и вот это будет 4-я. Опять вводим крючок в петлю, вытаскиваем ее. Вводим крючок в петлю, вытаскиваем новую петлю, и эти 2 петли провязываем вместе. И опять у нас идут повторения арок, и в каждую 4-ю петлю соединяются 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Вот 4-я петля. Сюда вводим крючок, вытаскиваем новую петлю и 2 петли провязываем вместе. И опять повторяем 1, 2, 3, 4, 5. И опять ищем 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4. Вкалываем крючок. 1, 2, 3, 4. Проверим, чтоб не ошибиться. 3, 4. Вот сюда вводим крючок, вытаскиваем новую петлю и получается у нас соединительный столбик. И вот таким образом мы вяжем до конца цепочки, до конца нашего тренировочного образца. У вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арок. Значит, последнюю арочку мы соединяем соединительным столбиком в последнюю петлю.